Всем привет! В этом видео рассмотрим процесс замены втулок и пальцев в узлах сочленения трапеция рукоять, шток гидроцилиндра ковша рукоять, рукоять ковш и так далее. В предыдущем видео мы перебрали фронтальную стрелу экскаватора-погрузчика. Напоминаю, наработка экскаватора-погрузчика составляет на момент замены деталей 12 тысяч мот-часов. Экскаватор-погрузчик 2014 года выпуска. Итак, все необходимые запчасти были приобретены заранее. На видео можно видеть, какой люфт имелся в шарнирах. Теперь устанавливаю стрелу обратной лопаты на ровную площадку и приступаю к демонтажу изношенных деталей. Для начала демонтирую палец сочленения шток гидроцилиндра ковша трапеция. Предварительно под цилиндр подложил брус. Открутил фиксаторы пальца и выбил палец. Произвел частичную мойку трапеции солярой. Установив новый палец во втулке трапеции и сравнив люфты с люфтами новых втулок и пальцев, я определил, что износ старых втулок имеется и есть смысл заменить их на новые. Следующим этапом демонтирую трапецию, извлекая палец сочленения трапеция быстросъем. При помощи сварки демонтирую изношенные втулки, а их в трапеции 4, по 2 с каждой стороны. Затем устанавливаю новые. При установке новых втулок использую газовую горелку, прогревая ею проушины трапеции. Также устанавливаю новые уплотнения. Теперь откладываю трапецию в сторону и приступаю к демонтажу втулки штока гидроцилиндра ковша. Все той же сваркой демонтирую втулку, заблаговременно защитив зеркало штока от попадания искр сварки. Затем устанавливаю новую втулку в шток. Установку новой втулки выполнил при помощи приспособления для запрессовывания и выпрессовывания втулок. Об этом приспособлении можно посмотреть видео на канале, пройдя по подсказке. Проушину штока прогревал газовой горелкой. Иногда помогал процессу кувалдой. Затем установил новые уплотнения. В сочленении рукоять быстросъем заменил втулки, уплотнения и палец. Данный процесс ничем особым не отличается от предыдущих. Только для выбивания старых втулок я использовал пику и кувалду. Узел сочленения рукоять тяги оставил без изменения, так как износ в них минимальный. Следующим этапом я приступил к восстановлению отверстий для пальца в быстросъеме. Заранее приобрел точильные камни для дрели. Теперь при помощи сварки наплавил в отверстиях изношенные участки. Затем путем чередования сварки и дрели произвел наплавление и заточку отверстия. В результате добился практически идеального результата, при котором люфт абсолютно отсутствовал. К сожалению, фото конечного результата отсутствует, видимо из-за усталости оператора. Но я надеюсь на ваше воображение. Теперь собрал весь узел, установив, где это необходимо, регулировочные шайбы. В ремонтируемых узлах установил новые пальцы. Затем приступил к процессу восстановления посадочного места пальца ковша в быстросъеме. Имелся износ по краям быстросъема. Поэтому при помощи сварки я наплавлял изношенные участки, а затем с помощью дрели и точильных камней, а иногда и болгарки, обтачивал излишки.
добиваясь полного заполнения изношенных участков. Процесс, конечно, не быстрый и крайне неудобный, но результат очень ощутим в работе. Ведь большая часть люфтов ковша образуется именно из-за этого износа. Старый палец рукояти я установил на ковш, а второй палец ковша установил новый. В результате данного ремонта все люфты данных узлов были устранены. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, пишите комментарии и оставайтесь с нами. До скорого, пока.